Всем халё! Меня зовут Елена, и я приветствую вас всех на моем канале. Пришло лето, прекрасная погода, прекрасное настроение, и я хочу вам представить вот такое изделие. Это брошь. Как видите, цветы здесь незабудки. Собственно, сам цветок выполнен из базового цветка, который я вам давала в прошлом моем видео. Листики тоже являются моей идеей, как их выполнить. Сегодня я вам покажу, как мы с вами можем сделать такую прекрасную, красивую брошь. Посмотрите на нее со всех сторон, как она выглядит. Мы с вами сделаем сами цветочки. Мы с вами сделаем чашелистики, листочки. И прикрепим это все на булавку для броши. И у нас получится вот такая прекрасная брошь, которую можно использовать очень во многих случаях. Во-первых, это прекрасный подарок. Ее можно приколоть к лацкану жакета, блузки, заколоть шарф. Очень красиво смотрится и на плотных тканях, и на тонких тканях, на цветных тканях и однотонных. То есть это такой кусочек лета, который будет сопровождать вас весь год, будет поднимать вам настроение, и в зимние дни, в осенние дни у вас будет прекрасное воспоминание о лете, о солнечных днях и о прекрасном летнем солнышке. Есть разные варианты, как выполнить эту брошь. Я сделала еще вот такой вариант на коротких ножках. Вот такая брошь тоже очень интересная. Здесь я сделала листья другого цвета из другой нити. Я думаю, если у вас будет интерес, как сделать такую брошь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я сделаю дополнительное видео. Сегодня мы будем делать вот такую брошь. Готовила уже несколько цветочков. Сделала заготовку листика. Здесь я листик сделала крупнее. Я вам все объясню, почему, какой лучше сделать. Мы с вами все это разберем. В начале видео вы уже посмотрели фотографии, и там именно такой формы листья имеют незабудки. Съемки незабудок, которые вы видели в начале видео, я делала в ботаническом саду. Бонус для тех, кто досмотрит видео до конца, и я покажу съемки рододендронов, которые цветут в нашем ботаническом саду. Итак, какие инструменты и какие материалы мы будем применять? Основная нить вот такая. Мерсеризированная нить, хлопок 100%, в 100 граммах 560 метров длина нити. Вязать я буду крючком 1 миллиметр. Также мне нужны ножницы. Кроме того, я буду использовать проволоку. Вот такую проволоку. Это садовая проволока, она зеленого цвета. Ее толщина мне как раз очень подходит. Также нам нужна булавка для броши. Еще нам нужен будет клей. Ну, это основные инструменты. Если что-то еще понадобится, я вам скажу дополнительно. Итак, приступаем к вязанию нашей незабудки. Как видите, я беру желтую нить для вязания серединки. Кстати, незабудки бывают не только с желтыми, но и с белыми серединками, поэтому вы можете использовать и белую нить.
Просто существует много разных сортов незабудок. Я выбрала вот такую форму, вот такой цвет. Делаем волшебную петлю. Кто еще не знает и не умеет, как ее делать, для чего она нужна, можете посмотреть мое видео. Я оставлю ссылочку в описании под этим видео в инфобоксе. Делаем петлю подъема. Кстати, в прошлом моем видео в базовом цветке я петлю подъема не делала, но здесь для вывязывания отдельной серединки это допускается, и нам будет проще провязать первую петлю, то есть закончить первый ряд, вот так скажем. Нам нужно сделать 5 столбиков без накида для вывязывания серединки, потому что наша незабудка имеет 5 лепестков. Итак, первые 2 столбика я уже связала. Вяжем дальше. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 петелек на нашей петельке на волшебной петле, то есть 5 столбиков. Затягиваем нашу ниточку и закрываем первый столбик вот в нашу первую петельку. Закрываем первый ряд в нашу первую петельку. Вот таким образом. Обрезаем нить. Вытягиваем ниточку и заводим ее на изнаночную сторону. Мы получаем вот такое маленькое колечко. Это наш первый ряд. Ниточку можем завязать. Пока что мы их обрезать не будем, потому что нам эти длинные ниточки понадобятся в дальнейшем. Собственно, вот это наш первый ряд. Далее мы берем голубую нить и приступаем к вязанию наших лепестков. Мы можем где угодно начать вязание нашего лепестка. Захватываем нашу голубую нить. Я обычно нить подсоединяю вот таким способом. Держится всегда великолепно и не дает дополнительных узелков и лишней толщины. Итак, это как бы первая петля у нас сделана, и мы еще делаем 2 петли подъема. В эту же петельку провязываем полустолбик с накидом, но не довязываем его до конца. Все делаем как в предыдущем видео мы вязали базовый цветок. Опять делаем накид и опять в эту же петлю провязываем еще один полустолбик с накидом, не провязывая его до конца. И вот теперь провязываем соединительной петлей все 3 петельки, которые были у нас на крючке. У нас получается как бы пышный столбик, но он у нас идет по косой линии. И далее в следующую петельку мы провязываем соединительную петлю. У нас готов первый лепесток. Далее 3 петли подъема. И в эту же петлю провязываем опять полустолбик с накидом. Мы вытягиваем ниточки до нужной нам высоты. Вы определитесь сами, какая высота нужна. Она понятна, ее видно. Вы ее сразу почувствуете. И опять соединительной петлей 3 наши петельки соединяем. И в следующую петельку
провязываем соединительную петлю. Как видите, все легко, просто, элементарно. 2 лепесточка мы с вами уже провязали. Таким образом мы вяжем с вами 5 лепесточков нашей незабудки. И заканчиваем наш второй ряд вот в эту петельку. В первую петельку первого лепестка мы делаем соединительную петлю. И таким образом закрываем наш второй ряд и получаем нашу незабудку. Вот такой вид она имеет. Отрезаем нить. Вот в первую петелечку лепесточка мы заводим нашу ниточку и завязываем узелок. Узелок лучше подтянуть ближе к серединке цветка, потому что эти ниточки нам понадобятся для формирования завязи цветка. Вот таким образом сам цветочек готов. Приступаем к вязанию чашелистиков. Берем зеленую нить, делаем скользящую петлю. И провязываем 5 столбиков без накида в скользящую петлю. Считаем, что первый столбик у нас сделан. Здесь мы петлю подъема не делаем, так как мы будем все провязывать одной нитью. Первый столбик сделан, второй, третий, четвертый, пятый. У нас выглядит так, что здесь 4 петли, но здесь 5 столбиков без накида, учитывая первую нашу скользящую петлю. Затягиваем нашу петельку, делаем соединение в крайнюю петельку нашего первого столбика. Ну вот мы делаем полное соединение. Мы получили вот такое колечко. И делаем 3 петли подъема. В следующую петельку провязываем соединительную петлю. Это у нас первый лепесток, то есть первый чашелистик. 3 петли подъема. В следующую петельку провязываем соединительную петлю. Второй чашелистик. 3 петли подъема. В следующую петельку соединительную петлю. 4-й чашелистик. И нам их нужно связать всего 5 штук. По количеству лепестков
наши незабудки. 4 и 5 мы вот сюда проходим в нашу первую петельку нашего первого чашелистика. Вот таким образом мы связали такой маленький цветочек. Вот такой цветочек. Обрезаем нить, вытягиваем ее и вот в первую петельку нашего первого чашелистика мы заводим сюда нашу ниточку, распрямляем все. Вот такой у нас цветочек получается. Здесь мы можем тоже сделать узелок. Ниточки не обрезаем. Они нам понадобятся для формирования чаши ложа. Узелок делаем поближе к центру. Теперь мы приступаем к вывязыванию нашего листа. Вот посмотрите, у меня есть такая заготовка. Этот лист я сделала на проволоке. Хотя вот здесь в первом моем изделии, в базовом, так сказать, то есть это был еще эксперимент. Здесь листики меньшего размера, то есть здесь только вот провязана вот эта первая часть. И как видите, они здесь тоже прекрасно смотрятся. Здесь проволоки нет, но они прекрасно здесь держатся. Их спокойно, прекрасно здесь можно хорошо закрепить. И совершенно не обязательно провязывать их проволокой. Но для полноты картины я вам покажу полный вариант. То есть мы сейчас свяжем с вами первую часть листа. Я вам покажу, как это будет выглядеть, как у нас сформировался такой лист. И потом мы обвяжем это проволокой. И как видите, вот здесь еще получается, что черешок, он у нас отдельно, и он будет хорошо у нас садиться на саму веточку. Ну, такая идея. Вы можете сделать, как вам более удобно. Я предлагаю такой вариант. Итак, я беру зеленую нить, крючок 1 миллиметр. Здесь мы набираем цепочку из воздушных петель. Нам нужно набрать 12 петель воздушных. Делаем первую петельку. И еще 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот у нас цепочка из 12 петель. Итак, через одну петельку в следующую мы вводим наш крючок и вытаскиваем ниточку и подтягиваем ее наверх. Мы сейчас будем провязывать частично наш лист как бы в стиле тунисского вязания. Итак, первую ниточку мы вытащили в первую петельку. Еще одну такую же ниточку вытаскиваем через следующую петельку. А в следующую петельку мы делаем накид и провязываем как бы полустолбик с накидом. Провязываем вот здесь 2 петельки и вытаскиваем петлю. Как вы видите, у нас уже 3 петли образовалось на нашем крючке. Мы подтягиваем эти петельки повыше, потому что у нас лист пойдет как бы по нарастающей вверх, по диагонали. Делаем еще один накид и еще в следующую петлю
такой же полустолбик, вытягиваем ниточки, протягиваем нитку через 2 петельки и вытягиваем ниточку, чтобы у нас все петельки были одинаковые, но наше вязание шло по диагонали вверх. Дальше мы провязываем в следующую петельку точно так же полустолбик, но удлиняем его еще одной петлей. В следующую петлю провязываем такой же полустолбик. Сначала провязываем 2 петельки, потом еще одну петлю воздушную, петлю подъема, и еще один такой же столбик провязываем в следующую нашу петельку. Провязываем сначала 2 петельки, делаем еще одну петлю подъема, и вот у нас на крючке образовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. И мы начинаем по 2 петельки провязывать наши столбики соединительными петельками по 2 петли. 2 петли, следующие 2 петли, следующие 2 петли, следующие 2 петли, еще и последние 2 петельки. Вот вы видите, у нас получается первая половинка нашего листика. Делаем одну петлю подъема, и сейчас мы будем провязывать серединку нашего листа. Мы так удобно берем наше вязание, и вот в эту петельку, вот через одну, в следующую, мы ее насквозь проходим нашим крючком и провязываем в нее соединительную петлю. Возьмите здесь поудобнее. Вот такая соединительная петелька у нас здесь провязывается. И дальше в каждую следующую петельку, захватывая только одну ниточку, вот эту боковую, мы провязываем соединительную петлю. Вот таким образом. В следующую петельку я беру одну ниточку, захватываю нить и провязываю соединительную петлю. Распрямляю. В следующую петельку захватываю одну ниточку. Вот нам хорошая тренировка для мелкой моторики пальцев. Захватываю ниточку и провязываю соединительную петлю. И так провязываю до конца этого ряда. В каждую следующую петельку я провязываю соединительную петлю. Видите, у нас получается такая дорожка.
Следующая петелька, соединительная петля. Здесь дальше идет как бы черешок, но мы все равно захватываем только крайнюю ниточку. Не пропускаем петельки, провязываем каждую. И даже вот в петельку, которая у нас была первым узелком, я тоже провязываю соединительную петлю. Вот получился у меня такой полулистик с разделительной серединкой в центре листа. Далее берем вот самую крайнюю ниточку, которая идет у нас сбоку, и здесь мы тоже провязываем соединительные петельки. Здесь дело уже пойдет побыстрее. Здесь у нас уже все хорошо видно. И уже все провязывается быстрее. Вот в каждую вот сюда, не в нашу бороздку, а вот за ней, вот в эту петельку, мы провязываем соединительную петлю. Формируем вот такой черешок. Здесь мы подошли к нашему основанию листика и провязываем 2 петли подъема. Начинаем провязывать вторую половинку нашего листа. Делаем накид. Вот сюда, вот в следующую нашу петлю мы провязываем полустолбик с накидом и 1 петлю подъема. В следующую петельку мы провязываем точно так же полустолбик с накидом и еще 1 петлю подъема. У нас получилось 3 столбика, вот таких же, как с этой стороны, с обратной, как бы столбики, полустолбики удлиненные с 1 петлей подъема. Далее мы провязываем в следующую петельку столбик, тоже полустолбик с накидом, но только первую его часть. Делаем накид, еще 1 полустолбик с накидом, первую его часть, вот 2 петельки провязываем. И далее мы провязываем вот в следующую петельку просто соединительную петлю, вытаскиваем ниточку, в следующую петельку еще 1 соединительную петлю. Очень мелко, но мы с вами справимся, оно того стоит. И в следующую петлю мы провязываем еще 1 соединительную петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас 8 петелек на нашем крючке. Провязываем соединительными петельками по 2 петли. Вот мы с вами справились. Я вытащу петлю и покажу вам. У нас получился
набросок нашего листа. С основной частью листа мы с вами справились. Дальше мы сделаем обвязку, и это будет вот такой листочек у нас получится. Это обратная сторона. Вот лицевая сторона, у нас получится вот такой листочек. Давайте сделаем обвязку. Берем нашу петельку. Провязываем. Вот смотрите, обязательно нам нужно провязать между столбиками, но не вот в этой верхней части, а посмотрите вот сюда, здесь еще одна петелька как бы есть. Мы ее должны, вот она, видите, между, очень все тонко. Вот видите, здесь еще есть одна ниточка. Мы ее тоже должны захватить. То есть вытягиваем петельку, чтобы у нас была эта петля чистая. И провязываем столбик без накида. Здесь мы провяжем пока что один столбик без накида, а в каждую следующую вот арочку между нашими столбиками, только именно вот сюда вниз, мы провязываем по 2 столбика без накида. 1, 2. Вот мы делаем такую арочку между нашими прожилками нашего листочка. Далее опять вот сюда далеко заводим наш крючок и провязываем еще таким же образом 2 столбика без накида. Видите, как бы мы отделяем прожилки одну от другой 2 столбиками без накида. Не забывайте глубоко заводить крючок до самого конца, до самого основания, и вытягиваем ниточку и провязываем 2 столбика без накида. Вот таким образом делаем обвязку. Далее не пропускайте, пожалуйста, будьте внимательными. Следующую вот здесь между нашими столбиками первого ряда мы провязываем 2 столбика без накида. Следующее, вот здесь будьте внимательны, здесь у нас еще есть арочка, еще 2 столбика без накида. Давайте посчитаем. У нас прожилок 1, 2, 3, 4, 5, 6, должно быть 7. Значит, вот у нас еще есть один столбик вот здесь, и мы сюда провязываем также 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас получается 7 наших прожилок. 7 прожилок. Далее вот в эту верхнюю петельку. Давайте мы ее с вами обозначим. Даже мы возьмем их 2 ниточки. Вот 2 ниточки нашей верхней петельки. И сюда мы провязываем 1 столбик с накидом. Ой, простите. 1 столбик, и сюда мы провязываем 1 столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю, и в эту же петельку провязываем еще 1 столбик без накида.
Вот мы сформировали наш уголочек, верхнюю точку нашего листа. Далее нам нужно определиться, у нас должно быть тоже 7 прожилок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь между нашими первыми рядами этого полулиста мы провязываем 2 столбика без накида. В следующую провязываем 2 столбика без накида. В следующую арочку, вот мы берем ее вот здесь подальше, поближе к серединке листа, захватываем нашу нить, чтобы у нас получилась чистая петелька, чистая арочка. Провязываем 2 столбика сюда же без накида. Видите, как у нас получается? Очень ровные прожилки получаются на листике. Далее заводим крючок вот далеко, подтягиваем ниточку и сюда провязываем 2 столбика без накида. В следующую арочку провязываем 2 столбика без накида. И в последнюю провязываем сначала 1 столбик без накида, а потом, как бы делая обвязку, еще 2 столбика без накида, и мы подходим к нашему черешку. Вот как закругляем наш лист, подходим к черешку. Здесь мы переворачиваем наш лист, и вот здесь в основании черешка возьмите любую ниточку, которая будет в центре. Мы провязываем соединительную петлю и как бы переходим на другую сторону нашего листа. Здесь мы провязываем 1 столбик без накида, как бы делаем обвязку, 2 столбик без накида. И вот мы подошли вплотную к завершению нашего листа. Вот в эту петельку мы провязываем соединительную петлю. Немножко сложный процесс у нас получился. Мне кажется, оно того стоило. У нас получился вот такой лист. У него очень красивые прожилки. Он очень правильной формы. Вот такой листик мы получили. Если мы посмотрим на тот лист, который я вам показывала с проволокой, то это вот вы можете глянуть. Это вот как раз его первая часть. Вот такой листик у нас получается. Вы можете оставить лист вот таким образом, то есть закрываете здесь ряд, затягиваете ниточки и вполне, вот вы видите, это такие же листочки. Вы можете использовать вот такой лист для нашей броши. Так. Но я сейчас вам покажу, как нам сделать этот лист жестким. Если вам понадобится, допустим, такой вот жесткий и большой лист, видите, он сюда тоже хорошо подходит.
Вот поэтому вы выберите, какой вам лист больше нравится. Но я для полноты картины покажу вам, как сделать большой лист, и причем с жестким креплением. Для этого я беру проволоку, оставляю часть проволоки, потому что мы будем начинать вот с этого места, где мы закончили. Конечно, я понимаю, у вас все сливается вместе. Здесь все одинакового цвета. Я даже заведу эту проволоку сразу в эту нить, в эту петельку, чтобы было понятно. Вот я ее подсоединила. Чтобы вы увидели, что я оставляю дополнительно часть проволоки. Я ее сформирую для черешка. И вот с этого момента мы будем делать обвязку вместе с проволокой. Будем делать обвязку нашего листика. В каждую следующую петельку вместе с нашей проволочкой мы провязываем один столбик без накида, обвязывая нашу проволоку вот таким образом. Смотрите, вот я делаю прокол, вытягиваю нить и вокруг нашей проволоки провязываю столбик без накида. И таким образом, вплетая нашу проволоку, я в каждую петельку следующую предыдущего ряда провязываю столбик без накида. Вот таким образом мы вяжем с вами следующий ряд. В принципе, ничего сложного. Как видите, наша проволочка ввязывается полностью в наш лист. Но у меня еще проволока зеленого цвета, и ее совершенно не видно. И вот таким образом в каждую петельку мы провязываем до нашего углышка, до нашей верхней точки. Смотрите, мы можем чуть-чуть растянуть, чтобы нам было хорошо видно наши столбики предыдущего ряда, наши все петельки, чтобы мы ничего не пропустили. И ровно провязываем в каждую петельку следующий столбик без накида вместе с нашей проволокой. Вот довязываем до нашей вершинки. У нас вот здесь вершинка нашего, там где мы, нашего листочка, там где мы провязывали воздушную петлю. Мы в нее также провязываем столбик без накида, делаем одну воздушную петлю, загибаем нашу проволоку и в эту же петельку мы провязываем столбик без накида.
Надеюсь, вам хорошо видно и всем все понятно. Вот мы сформировали вершинку нашего листика и продолжаем вязать в каждую следующую петельку соединительный столбик без накида, обвязывая нашу проволоку. Делаем правильную форму и вяжем дальше. Растягиваем, чтобы нам было видно, чтобы мы не пропускали наши петельки предыдущего ряда. Итак, подходим к нашему закруглению. Закругляем и нашу проволочку. Провязываем все наши петельки. Надеюсь, вам видно и все понятно. Здесь мы точно так же. Но здесь, собственно говоря, уже нам все понятно. Можем высвободить наш крючок. Мы можем отрезать уже здесь нашу проволоку. Нам вот так ее будет достаточно, потому что мы ее довязали до нашего черешка. Нам ее здесь достаточно. И, кстати, у нас нитка скрутилась. Можно нитку раскрутить. Раскрутила нить. Отводим нашу проволоку. Опять же здесь в серединке провязываем соединительную петлю в черешке. Переходим на следующую сторону. И вот здесь как раз, вот посмотрите, здесь как раз загибаем проволочку, которая у нас была с этой стороны листа. И провязываем в следующие петельки, довязываем, доделываем нашу обвязку. Собственно говоря, это сложный способ. Можно было, конечно, отрезать петлю в предыдущем ряду и начинать обвязку от черешка. Вот я довязала все. Вот такой лист у нас получился. Я обрезаю ниточку, вытаскиваем нить. Сейчас делаем соединительную петельку, но для этого сначала нужно распрямить наш листочек и, главное, правильно поставить проволоку, чтобы она правильно держала форму листа.
Закрываем наш ряд. И можем взять тонкий крючок. У меня 0,6 крючок. И завести нашу ниточку вот в эти петельки. Еще одну сделаем. Думаю, достаточно. Обрезаем нашу нить. Вот такой лист у нас получается. Вот у нас два таких листочка. Мне эти листья очень понравились. Я думаю, что я сделаю дополнительное видео отдельно для этого листа. Собственно, все части мы уже с вами сделали, сформировали. Теперь мы будем формировать вот такие цветочки. Мы их посадим на ножку. И затем будем формировать брошь.